И снова здравствуйте! Армрестлеры, спортсмены и просто любители этого вида спорта. На состоявшемся чемпионате мира Vendetta Arm Fight 50 было много интересного и непредсказуемого, взволновав часть болельщиков, а кого-то взбесив и возмутив от происходящего на чемпионате, проходивший 17-18 ноября. Ведь многие предполагали одно, а на деле вышло совсем по-другому, чем и удивила часть болельщиков. Эти неожиданности не обошли и Рустама Бабаева, и Тима Бреснана, выступавшие друг против друга на правую руку. Многие считали, что Тим выиграет, несмотря на его возраст, потому как Тим Бреснан крепкий орешек, и об этом знают практически все. И это Тим демонстрирует при первой же возможности, всем и везде, умудряясь забороть и впечатать руку в стол практически любому оппоненту. Кстати, любого я имел в виду всех, кроме топовых спортсменов, выступающих на различных чемпионатах мира. А в ряду топовых спортсменов как раз и состоит наш чемпион мира Рустам Бабаев. И ко всему прочему, Рустам не только чемпион мира, но еще и тренер, наставник и уважаемый ментор во многих спортивных клубах, куда и приглашают регулярно для проведения семинаров и мастер-классов, так как в последние годы Рустам Бабаев регулярно посещает Европу и Америку для проведения мастер-класса и семинаров для уже готовых и собранных спортсменов, но не имеющие опыт и тактику. В этом и заключается фишка Рустама, что он невероятно талантлив и знает десятки техник ведения борьбы при условии адаптирования под оппонента в любом состоянии и положении руки противника. Этим и выиграл в очередной раз Рустам Бабаев Тима Бреснана со счетом 4-2 в пользу Рустама, конечно же, хотя фанаты Тима были уверены, что Тим победит Рустама, как минимум со счетом аналогичным нынешнему, но в пользу Тима, конечно. Однако этого не случилось, несмотря на прогнозы болельщиков Тима, а их мнение и ложная уверенность в лидерстве и чемпионстве Тима была не беспочвенна, потому как физические показатели обоих участников были наравне. Но у Тима было серьезное преимущество, а именно его антропометрические данные. Дело в том, что Тим Бреснан сильный человек, и эта сила не искусственная, как сейчас это модно у молодых парней. Даже не утруждаясь и не напрягаясь в спортзалах, на тренажерах, а элементарно наевшись фармы, готовы уже выступать против кого угодно и когда угодно, заявляя, что они лучшие, а в итоге рвут себе связки и сухожилия. Но про Тима такого не скажешь, ведь Тим сторонник исключительно здорового образа жизни. Он даже огород свой держит и выращивает свою скотину, то есть на полном самообеспечении и экологичности, не травя себя ГМОшными продуктами. Конечно, возможно, у Тима без фармы и не обошлось, но я уверен, что в таких количествах, что пихает в себя молодежь, он не забрасывается и не злоупотребляет, потому как его генетика говорит сама за себя. Да и сам Тим уверен, что генетические данные на первом месте, и не имея основы, сложно получить положительный результат. Соответственно, учитывая возможности Тима Бреснана, его фанаты и болельщики предполагали, что Тим должен выиграть, элементарно хотя бы удерживая Рустама. Тим мог взять его по фолам, ведь рука Тима намного длиннее, и это весьма неудобно для противоположного оппонента. В этом и заключалось преимущество Тима, что даже если не силой взять Рустама, то хотя бы вытянуть его локоть с подушки. Но несмотря на такое преимущество, Тиму не удалось это реализовать, потому что у Рустама Бабаева, как выше говорилось, невероятно грамотно поставленная техника и талант Рустама просчитывает соперника наперед, не дав ему опередить его на те самые секунды, которые решают все. Что ж, поздравляя Рустама с победой, также желаю ему успехов в профессиональной деятельности и возможность передать свой талант как можно большему количеству молодежи, заинтересованных в этом виде спорта. А на этом мой выпуск подошел к завершению. Оставляйте свое мнение в комментариях, ставьте лайки и не забывайте подписываться на мой канал. Желаю всем спортивного здоровья и удачи. До новых встреч!